В 2014-м малоизвестная российская рок-группа «Куба» представила песню «Вставай, Донбасс». И композиция эта прославила коллектив на всю страну. Прочитаю несколько строк из начала песни. «Мама, здесь каждый город с детства мне давно знакомый. Дружковка, Славянск, Краматорск, теперь на лентах новостей. Донбасс, спасай своих детей». Тут были названы 3 крупнейших города Краматорской агломерации в Донецкой области, который является домом для примерно 500 000 людей. В 2014-м авторы песни предполагали, что жителей нужно спасать от украинских карателей, от правого сектора и бандеровцев. Но спустя десятилетия оказалось, что спасать их надо от российской армии. В 2014 году боевые действия на Донбассе начались в одном из городов Краматорской агломерации, в Славянске. Согласно официальной позиции Путина, там же они должны закончиться. Дескать, или Украина отдаст оставшуюся часть Донецкой области добровольно, или российские войска возьмут их силой. Армия России вновь медленно подбирается к городам Краматорской агломерации. На своем пути она равняет с землей один донбасский город за другим. Тема Донбасса частая на нашем канале, ее невозможно обходить стороной, ведь сейчас это буквально одно из самых страшных мест на планете. Поэтому снова поговорим о происходящих там событиях и перспективах тех территорий, которые требует себе Путин. Перед тем, как начнем, напомню. По ссылке в описании наша команда собрала бесплатные способы для обхода блокировок. Мы постоянно их актуализируем и проверяем. А спонсор этой рубрики MaxSwap. Эта компания выпускает недорогие карты, позволяющие тратить деньги за границей. Ссылка тоже в описании. Более 10 лет назад, 24 января 2015 года, я написал в Фейсбуке такой вот пост. Российская армия, стреляющая из артиллерии в Мариуполь. Вы могли это представить вообще когда-либо? В Мариуполе живет 450 тысяч человек, из них 48% украинцы, 44% русские. Туда сейчас из артиллерии стреляет армия России. Новая реальность. Причем она туда стреляет без каких-либо причин. Просто так. Геополитический маневр Владимира Путина. Всех переигрывает. Пост этот я сделал под впечатлением от удара по микрорайону Восточный в Мариуполе. В него тогда со стороны ДНР полетели снаряды из реактивных систем залпового огня. Погиб 31 человек, 117 были ранены. В ту пору российское телевидение в упор не замечало, как с территории самопровозглашенных народных республик обстреливали Мариуполь, Краматорск, Авдеевку, Марьинку, Попасную, Бахмут, тогда он еще назывался Артемовском. В том же Бахмуте появился собственный день памяти. Люди собирались у небольшого обелиска и вспоминали погибших от обстрелов 13 февраля. В последний раз церемония эта прошла в 22 году. В Мариуполе тоже такое было. Люди тоже каждый день приносили цветы к памятнику. Российский официоз никогда об этом не говорил, потому что ему важно представить телезрителям черно-белую картину, где ВСУ в одностороннем порядке обстреливают Донецк. Недопустимо было даже разделить ответственность за взаимные удары хотя бы пополам. Ведь тогда не получилось бы пробудить у аудитории ненависть. Никто не пытался там разобраться, кто именно инициировал все эти артиллерийские дуэли. Но вернусь к посту 2015 года. Я уточнил тогда, в Мариуполе 44% горожан русские. Так они самоопределяли себя в украинской переписи. И потому обстрел был не только преступным, но безумным. Российское РСЗО било по городу, где русский почти каждый второй. А на русском так вообще говорили практически все. Я тогда писал разные посты, получал шквал критики. Один раз даже меня вызывали в полицию. В январе 2015 года проявилось мое принципиальное расхождение с провоенными деятелями. Мы очень по-разному интерпретировали один и тот же факт, что Донецкая и Луганская области – это русскоязычные регионы Украины с большой долей русского населения. Для кого-то этот факт служил оправданием боевых действий. Мол, там наши исторические земли, что хотим, то и делаем. Мне же казалось очевидным, Россия уж тем более не может устраивать войну там, где пострадают близкие нашей стране люди. В своем посте в ЖЖ, тогда это был основной способ коммуникации, из-за которого еще из-за этого поста я тогда оказался в полиции, был такой вот фрагмент. Сейчас я бы иначе, может быть, сформулировал его по форме, но мое мнение не поменялось. То, что происходит сейчас на юго-востоке Украины, вообще кажется мне для России катастрофой.
Лицемерная гибридная война, которую начал полковник ФСБ, унесла много жизней. Люди, захватившие часть Украины и воюющие с ее вооруженными силами, поддерживаются нашей госпропагандой и дипломатией. Россия поставляет боевикам оружие, российские военные в отпуске, воюют против украинской армии. Русскоязычное население без всяких причин воюет друг с другом. Несколько миллионов человек вместо мирной жизни живут в условиях войны. И все это без каких-либо причин, кроме разжигаемой российской пропагандой лжи о якобы фашистующих бандеровцах. Люди, которые воюют за Новороссию, по-моему, враги России. Уж точно никак не патриоты. Их действия наносят вред жителям этих регионов, наносят вред России и, понятно, наносят вред Украине. При этом никаких целей, кроме тех, что искусственно разожгли пропагандисты, у них нет. В мае 2016 года на радио «Комсомольская правда» у меня состоялись дебаты с провоенным публицистом Максимом Калашниковым. Изначально предполагалось, что мы будем обсуждать довольно узкую тему – использование современной военной техники на параде. У меня была весьма умеренная позиция, мол, можно когда ни истории прокатить по Красной площади Т-34 образца 1944 года, но не баллистические же ракеты, которые должны летать с ядерными боеголовками. Однако разговор у нас ушел в сторону событий на Донбассе. Непонятно с этой войной, которая сейчас происходит в Донецке и Луганске. Это как вообще так получилось? Вот что должно было случиться в мире, чтобы русскоязычные люди с немножко разными взглядами, с разными корнями, но тем не менее русскоязычные люди воевали друг с другом, с помощью танков убивали. Это мне непонятно. Очень просто страну разделили. Это, на мой взгляд, да, но это, на мой взгляд, совершенно катастрофическая ситуация. На тех дебатах мои аргументы против российского вмешательства были такие же, как и в феврале 22-го. В Донецке и Луганске власть взял, как я тогда сказал, странный полувоенный режим с военно-полевыми судами без банковской системы и нормального государства. В то время как в украинских городах западней фактической границы ЛДНР протекала обычная жизнь, и никто там русских никак не угнетал. Что только лишний раз доказывало, не надо никого спасать военным путем. Люди от этого только бессмысленно страдают. В 22 году, когда после нескольких лет относительного мира была развязана новая война, я стал обращаться к опыту Славянска. Раз уж у нас сегодня такой выпуск, где мы вспоминаем многое, проговорю еще раз те тезисы, которые тогда были. Славянск – идеальный пример для обсуждения судьбы русских на Донбассе. 12 апреля 2014 года в Славянск со стороны Ростовской области России смог войти отряд вооруженных людей под командованием Игоря Стрелкова-Геркина. Почти на 3 месяца в Славянске установилась ДНРовская власть. И она ни с кем не церемонилась. Тогдашний соратник Стрелкова Игорь Друзь сам рассказал о внесудебных казнях. По его словам, проводились расстрелы за тяжкие преступления в условиях чрезвычайного положения. В том же интервью Друзь утверждал, что ополченцы ДНР намерены построить социальное государство, которое будет защищать христианские ценности и наказывать общественные пороки. Самое известное военное преступление, совершенное в Славянске в период его нахождения в составе ДНР, это пытки и бессудная расправа над 4 прихожанами местной евангелистской церкви пятидесятников. Ополченцы, если их можно так назвать, ну или там бандиты, с особой жестокостью убили многодетных отцов Владимира Величко и Виктора Бродарского, братьев Рувима и Альберта Павенко. Убили их то ли из-за подозрений в проукраинских настроениях, то ли по мотивам религиозной вражды. Непосредственными исполнителями преступления, предположительно, были военнослужащие ДНРовского батальона под названием «Русская православная армия». 5 июля Славянск отбили ВСУ. Город вернулся под контроль украинских властей. 9 июля Александр Дугин опубликовал посты во ВКонтакте и в Фейсбуке, где рассказал, что украинские войска производят в Славянске облавы и поголовно расстреливают местных мужчин моложе 35. Что, разумеется, оказалось неправдой. А в качестве особо яркой детали Дугин в том посте описал гибель 6-летнего ребенка, которого, дескать, украинские каратели прибили к рекламной вывеске на центральной площади города. Разумеется, это тоже было неправда. Но под впечатлением то ли от оригинального поста Дугина, или, может, каких-то его вариаций, о распятом мальчике, уже 3-летнем, стала рассказывать бывшая жительница Славянска Галина Пышняк. Интервью с ней дважды показали на Первом канале. Сейчас будет фрагмент из эфира, больше минуты. Но его стоит посмотреть. Впоследствии были всякие разговоры, что, мол, Первый канал просто дал в эфир прямую речь и ни в чем не виноват. Ответственность за историю, мол, лежит только на Галине этой. Ну давайте посмотрим, так ли это. Сегодня ровно неделя с того дня, как киевские силовики вошли в оставленный ополченцами Славянск.
Как раз тем временем датированная история, которую рассказала нам обитательница лагеря беженцев в Ростовской области. Она говорила о публичной казни. Женщина называлась Галина из Славянска, матерью четырех детей, уроженкой Западной Украины. Где недовольство родственников вызвало то, что ее муж ушел в ополчение. Разговор с Галиной оставил сложные чувства. Вы сейчас сами поймете, почему. Разум отказывается понять, как подобное вообще возможно в наши дни в центре Европы. Сердце не верит, что такое вообще возможно. С другой стороны, вот он, ее рассказ. Центр города – это площадь Ленина, у нас горисполком. И с одной стороны, это единственная площадь, куда можно согнать всех людей. На площади собрались женщины, вообще-то потому что мужиков больше нету, женщин, девушек, стариков вот этих и все. И это называется показательная казнь. Взяли ребенка 3 лет, мальчика маленького, в трусиках, футболке, как Иисуса, на доску объявления прибыли. Один прибывал, 2 держали. И вот это все на маминых глазах. Маму держали, и мама смотрела. Вот это все, как ребенок истекает кровью, крики, визги. По словам женщины, казнь ребенка и его матери была публичной. Однако за все последующие годы ни одного свидетеля, кроме самой Галины, так и не нашлось. Очевидно, потому что вся история – выдумка. Ребенок мучился, там невозможно было. Люди сознание теряли. А потом маму, после того, как 1,5 часа ребенок мучился, умер, вот это все происходило. А потом взяли маму, привязали до танка без сознания и по площади 3 круга провели. А круг площади – километр. Вам, особенно после этого интервью, грозит большая опасность, правильно ли я понимаю? Я как предатель Родины, потому что я родом из Закарпатской области. Меня же моя мать сказала: ты приедешь, я тебя сама расстреляю. В июне 2015 года журналист газеты «РУ» Дмитрий Кириллов опубликовал материал «Славянск. Год после Стрелкова. Как живет украинский Славянск после того, как оттуда ушли ополченцы». Никаких ужасов ни он, ни кто-либо еще не зафиксировал. Ни расстрелов, ни распятий, ни массовых репрессий, ни дискриминации за язык или национальность. Только возврат к обычной повседневности. А что Славянск? С ним случилось то, что происходит с городами, в которые входит украинская армия. Для начала там сразу отменяют комендантский час, потом привозят гуманитарную помощь, а затем рано или поздно убирают с главной площади памятник Ленину. Город покидает новостные ленты и начинает рутинную мирную жизнь со своими специфическими прифронтовыми проблемами. Согласно репортажу Кириллова, в 2014 году из 116-тысячного города, опасаясь политических преследований со стороны украинских властей, ушли от 300 до 400 сторонников Стрелкова. Из них на момент написания статьи вернулись 7. Все они получили условные сроки. Из тех, кто остался в Славянске, были осуждены 58 человек, из них 37 условно. Город, напомню, был захвачен и находился под оккупацией почти 3 месяца. До сих пор, то есть уже более 10 лет, в Украине продолжается разбирательство по делу Нелли Штепа. Это бывшая мэр Славянска, сторонница Владимира Путина. Ее обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины и в терроризме. Мы должны обязательно 11 числа прийти на референдум, проголосовать, выявить свое волеизъявление. Я буду вместе с вами там на избирательных участках. Штепа провела в следственном изоляторе целых 3 года. Ее отпустили под домашний арест в 2017-м. Украине пришлось выплатить ей компенсацию согласно решению ЕСПЧ. Говорить, что в Украине идеальная судебная система, конечно, не приходится. Однако есть и другая сторона этой истории, которая заставляет сильно усомниться в рассказах про нацистскую киевскую хунту. В 2020 году на свободных и конкурентных выборах Нелли Штепа, напомню, сторонница Владимира Путина, обвиняемая в тяжком государственном преступлении, смогла получить мандат депутата Горсовета Славянска. Напомню, у нас в России на выборы не допускают, например, в том случае, если ты опубликовал на личной странице во ВКонтакте или в Твиттере запрещенную символику. А там, пожалуйста, не просто допущена до выборов, но и депутатом стала. Тогда же она снова претендовала на пост главы города, смогла обогнать кандидатку от партии власти «Слуга народа», но заняла 3-е место и во 2-й тур не вышла. Борьба тогда развернулась между представителями 2 пророссийских партий – «Оппозиционная платформа» и «Оппозиционный блок». В 2014 году Игорь Стрелков буквально ныл на камеру, что к нему примыкает лишь мизерное число местных жителей в Славянске. Да и те, по большей части, маргиналы. Потому что он, как и многие сторонники ЛДНР,
путал две разные сущности. Да, в Славянске, Торецке, Константиновке, Бахмуте, которые ему очень ненадолго удалось захватить, люди в массе своей действительно были настроены против Майдана. Воспринимали евроинтеграцию в штыки и были за максимальное сближение с Россией. Однако это вовсе не означало, что они хотели отделения от Украины. В 2014-м типичный антимайданный митинг там проходил, в том числе и под украинскими флагами. Это была внутриукраинская политическая дискуссия. Внешнего вмешательства никто не хотел. Мы не пришельцы в эту страну, мы граждане этой страны, мы патриоты. Мы жили здесь, трудились, мы строили эту страну. Предатели ушли, остались патриоты. Я отдам жизнь за Украину. Славянск, как и ряд других городов, выбрал остаться с Украиной. Сепаратистов там не поддержали. Но до 22 года жители Славянска стабильно давали голоса пророссийским кандидатам и партиям, как на местном уровне, так и на выборах в Верховную Раду. Никто их в этом не ограничивал. Правда в том, что Владимир Путин мог бы достигнуть гораздо большего, если бы просто не лез на восток Украины. Тогда бы местные избиратели сами бы дали миллионы голосов дружественным ему политическим силам. А главное, местные жители, русскоязычные и в значительной степени русские по национальности, могли бы спокойно жить у себя дома, работать, растить детей и сохранять все свои региональные особенности. А в Россию ездить, когда им хочется или когда нужно по своим делам. Это был самый дружественный нам регион в иностранном государстве, не только среди соседей, но и во всем мире. Вообще-то подобное – это большая ценность для внешней политики. Такую дружбу следовало бы ценить. Но вышло иначе. Я смотрел комментарии к одному из моих недавних видео и зацепился вот за этот, мне кажется, важный. Я со Славянска, и вот сейчас обстрелы и днем, и ночью. Конечно, не как в Покровске и Констахе, то есть Константиновке, но все же страшно. Мы собираемся уезжать. Я, сын 16 лет, дочь год и 8 месяцев. Мама моя и бабушка 95 лет. Муж воюет с первого дня. Я не могу надышаться своим домом, своей квартирой, улицей, двором, друзьями и соседями. Я понимаю, что, скорее всего, в этот раз мы уедем навсегда. Это ведь не разрушенные стены и города, это разрушенные жизни. Сломанные жизни, инвалиды, потерянные матери и убитые дети. За что? 90% ракет убивают русскоговорящее население и русскоговорящие города. За что? Есть маленькая надежда, а вдруг все закончится, не дойдя сюда. Но они идут за Славянском целенаправленно, а значит, мы доживаем в своем мирке последние дни. Есть и другой комментарий. Мне он кажется тоже важным. В недавнем выпуске я сказал, что в одних только Славянске и Краматорске живут более 130 тысяч человек. И нужно быть отпетым русофобом, чтобы сделать такое число русскоговорящих людей бездомными, а некоторых при этом покалечив и убив. Так вот, другой местный житель меня поправил. 130 тысяч – это только те, кто остаются в Славянске и Краматорске на сегодняшний день. А в 2021 году там жили более 250 тысяч. Вот что он пишет, и это, правда, важное замечание. Те, кто уехали, оставили жилье, но оно не испарилось, и многие ждут, когда можно будет вернуться в свой дом. Поэтому, если разрушить города полностью, жилья лишатся не 130 тысяч человек, а гораздо больше. В случае штурма одних только Славянска и Краматорска беженцами станут 250 000 человек. Во всей агломерации живут около 500 000. Все они потенциальные беженцы. После распада СССР многим русским и украинцам пришлось уехать, бросая все нажитое из республик Центральной Азии. В Таджикистане тогда началась гражданская война. В других странах были вспышки национализма. С тех пор прошло уже более 30 лет, но те, кто пережил погромы и изгнания в начале 90-х, не забудут этого никогда. Но то, что Владимир Путин уже сделал на Донбассе, с лихвой перекрывает все произошедшее в начале 90-х. И по ужасу, и по масштабу. Настолько антирусской политики не осуществлял никто с тех пор, как окончилась Великая Отечественная война. Нет варианта, при котором российская армия штурмует Славянск и Краматорск, начинает там затяжные уличные бои, а после этого города остаются пригодными для жизни. Я знаю, некоторые настаивают, что Украина обязана сама отдать эти города без боя, и именно этого требует сейчас вроде как Владимир Путин на переговорах. Но живущих там людей такие спикеры спросить почему-то не хотят, нужно ли им присоединение к ДНР. Нужен ли им неизбежный передел собственности, фильтрационные мероприятия и жизнь на непризнанной территории под властью МММщика Дениса Пушилина?
Предположим, невероятное и невозможное стечение событий. Украина сдает свои территории и людей. Тут много сразу вопросов, но начнем с самого такого относительно простого. Как быть с десятками тысяч семей, которые заперли свои квартиры и уже эвакуировались вглубь страны? Простой вопрос, да непростой. Теоретически они должны через третьи страны в таком случае прилететь в аэропорт Шереметьево, пройти фильтрацию и въехать в свои города через Россию. Только на практике подавляющее большинство эту фильтрацию не пройдут. В том-то и задумка. Если в каком-то из освобожденных так называемых городов все же осталась целая недвижимость, никто не должен иметь возможности приехать и заявить на нее права. Раз ты не дождался российской армии и эвакуировался, значит неблагонадежный. Запрет тебе на въезд в Россию на 50 лет, и все, дело с концом. А что же будет с теми, кто встретит российскую армию, находясь у себя дома, если эти города сдадут? Многих госслужащих и местных политиков, большинство сотрудников силовых органов и тех, кто служил в украинской армии после 2014 года, пусть даже срочником, их не ждет ничего хорошего. От конфискации имущества с выдворением до тюремных сроков, пыток и бессудных казней. Тысячам, если не десяткам тысяч семей в любом случае придется уехать. Они априори виноваты в том, что член их семьи, живя у себя в Украине, так или иначе Украине служил. Большинство, наверное, получат российские паспорта и станут гражданами России. Без этого они не смогут ни работать, ни пользоваться госсервисами, ни приобретать даже лекарств. Загвоздка в том, что это будет приобретенное гражданство, которое теперь можно в любой момент отнять, и безо всякого решения суда даже. Никто не станет российским гражданином в полном смысле этого слова, потому что за любые пререкания с властями и попытку отстоять права может последовать изъятие паспорта и депортация, без возможности хотя бы продать имущество или как-то это оспорить. Их слово об имуществе. Если не видели, обязательно посмотрите наш разбор, как сейчас отнимают права собственности на недвижимость в Донецке и Мариуполе. У власти в ДНР сейчас патентованный аферист и мошенник из МММ Пушилин. Он отлично умеет прокручивать всевозможные схемы и активно этим пользуется. Он прекрасно понимает положение людей с приобретенным гражданством. Они даже протестовать не могут, только записывать видеообращения. Да и те с кучей обязательных оговорок, что они ни в коем случае не против власти. Команда Пушилина пользуется этим бесправием. Если в прежние годы они пилили имущество промышленных предприятий, занимались переделом магазинов и кафе, то в последние годы прицельно занимаются квартирами обычных людей. Ровно то же самое ждет Краматорск со Славянском и другие города, ведь они, по мнению Путина, входят в состав ДНР. Характерно, что даже один из отцов-основателей этой ДНР, Павел Губарев, не хочет, чтобы Краматорскую агломерацию присоединяли к Народной Республике. У него даже есть предложение провести новые административные границы присоединенных регионов, чтобы граница шла по нынешней линии фронта. Тогда, говорит Губарев, можно будет сказать, что Россия уже присоединила к себе все эти новые регионы целиком. Можно перестать цепляться за границы, которые когда-то прочертили большевики, прекратить войну и отстать от людей. Губарев говорит, не оппозиционный какой-то спикер. Вот эти вот все границы административные, они же, это искусственная штука, их начертили там, и вот начертили когда-то там в далеких 20-х годах, то есть большевики там как-то нарезали это все, да. То есть не нужно мыслить через призму там каких-то административных границ. К сожалению, даже такой компромиссный вариант Путиным не рассматривается. Более года он ведет кровопролитные бои за Покровск и, наверное, когда-нибудь его дожмет. А дальше будет штурм Краматорской агломерации, которая на многие месяцы, а то и годы станет огромной черной дырой, где будут безвозвратно пропадать целые полки и бригады. Погибнут, пропадут без вести, получат инвалидность десятки, если не сотни тысяч российских мужчин. В самом конце я хотел бы показать вам фрагмент из одного провоенного блогера Павла Петрухина. Он разбирал мое недавнее видео, и его прям взбесило, что я постоянно, почти в каждом ролике, говорю о российских потерях. Ты сам показал, что сотни. Говорящих людей. Тут жертв ради жертв. Жертвы и здоровье. Вы понимаете, что условно при взятии Берлина того же самого погибло 300 тысяч человек? Ну, до 300 там по разным оценкам. 1000 человек погибло. При взятии Берлина, блядь. Вот Кац бы сидел и перделал такой, блядь, куча русских людей погибла, за что? Точнее, он бы по-другому говорил, куча советских людей погибла во имя чего?
чтобы взять этот Третий Рейх, а зачем? Ведь столько погибло. Вот это вот нытье бы было, блядь. Ну надо было взять Берлин, надо было, блядь, победить фашистов. Ну надо было. Ну это интересы государства. К сожалению, они стоят выше интересов отдельно взятого человека. Сидит такой в студии хорошей, с такой хорошей прической, собирает донаты и рассуждает: туда 300 тысяч человек, сюда 300 тысяч человек, государственная необходимость. Вообще в берлинской наступательной операции погибли не 300 тысяч советских солдат, а в 3 раза меньше так-то. Но это тут не самое главное даже. Хотя нельзя не заметить, что когда спикер не видит за цифрами живых людей, чьих-то мужей, отцов, сыновей, он может быть с числами сколь угодно небрежен. Однако важнее другое. С каких это пор любой донбасский город для России – это как Берлин для Советского Союза в 1945-м? Почему нападения на мирные русскоязычные города, которые ничем не угрожают России, сравниваются у нас со столицей Третьего Рейха? Как можно принять такую логику? Я 10 лет назад этого не понимал, и сейчас не понимаю. До завтра.